Здравствуйте! В эфире программа «Международная панорама». Сегодня мы будем говорить о мировом экономическом кризисе. В гостях у нас Михаил Хазин, экономист, президент компании «Неокон». Здравствуйте, Михаил Леонидович. Сегодня о кризисе говорят все, кому не лень. Говорят, что это первая волна или это вторая волна. В общем, теорий очень много. Естественно, как любому простому человеку хочется понять, что с ним будет. Будет ли повышаться или понижаться его зарплата, будет ли повышаться тарифы на ЖКХ, стоимость бензина и так далее. Вот, может быть, мы начнем разговор в преломлении вот в таких каких-то простых пропорциях, применительно, скажем, к гражданину мира и потом к россиянину. Ну, если говорить о теории, то, во-первых, теории нет. То есть есть общие слова. Это основная, кстати, проблема современного экономического мейнстрима. Не хочу сказать науки. Во-первых, потому что мейнстрим имеет слабое отношение к науке. А во-вторых, потому что есть люди, которые все-таки пытаются заниматься экономикой как наукой. Кроме того, нужно понимать, что экономическая наука, она же раскололась в 20 веке. Я напоминаю, что в 18 веке Адам Смит придумал название политэкономия, и потом там через Рикардо, Карла Маркса и дальше она развивалась как политэкономия. Но поскольку там очень сильна была вот эта вот марксистская составляющая, поскольку Маркс все-таки был великим экономистом. Но Маркс сейчас возвращается снова к нам постепенно. Я сейчас скажу, значит, тут очень интересно. Значит, дело в том, что поскольку Маркс был великим экономистом, то его вклад был очень мощный, и в результате на Западе придумали альтернативную экономику, которую назвали словом «экономикс». В результате у нас есть две экономические науки. Значит, после распада мировой системы социализма про политэкономию забыли. У нас ее попытались уничтожить. Я не знаю, обращали ли вы внимание, если сейчас вот зайти в книжные магазины, посмотреть на полки экономики, то можно увидеть в любом магазине несколько, как под копирку, написанных курсов экономик с разных университетов. Значит, в 90-е годы практически все крупные вузы, где преподавали политэкономию, получили довольно большие гранты на написание курсов экономикс. Соответственно, это у нас в России. У нас в России, да. Деньги были освоены, и эти институты, вузы стали читать курсы экономикс вместо политэкономии. Разница, на самом деле, принципиальная, и вот, собственно, в этой разнице мы от нее и перейдем, потому что она во многом причина кризиса. Дело в том, что еще Адам Смит выдвинул совершенно замечательный тезис. А еще до Адама Смита в 17 веке, я напоминаю, что 17 век — это вот Д'Артаньян, три мушкетера, кардинал Ришелье. Они там, значит, бегали и охотились за подвесками, занимались прочими увлекательными занятиями, а в это время были люди, которые объясняли, что такие натурфилософы, да, они смотрели на жизнь и говорили, что вот если есть два города, то можно довольно легко понять, какой из них богаче, если посмотреть количество профессий, которыми владеют его жители. Чем больше профессий, тем богаче город. В переводе на современный язык, чем глубже уровень разделения труда, тем больше прибавочный продукт. То есть на самом деле это уже вполне себе настоящее зрелое экономическое учение, я бы даже сказал. Следующий этап — это Адам Смит, это конец XVIII века. Адам Смит начал объяснять о том, что не просто разделение труда — это важная вещь, но и то, что если у вас есть замкнутая система, то уровень разделения труда выше некоторого уровня не углубляется. То есть максимальный уровень разделения труда, который может быть достигнут в замкнутой системе, зависит от масштабов этой системы. Ну, условно говоря... Мы как бы сейчас лекцию такую слушаем, очень интересно. Это очень важно, потому что иначе невозможно понять механику, механизмы. А без этого, понимаете, когда мы говорим о кризисе, то прежде всего нужно понять, в чем причина кризиса и исчерпаны ли действующие механизмы. Если они исчерпаны, все, кризис закончился. Он может там еще его... Последствия продолжаться, еще что-то, но кризис закончился. А вот если они не исчерпаны, то нужно ждать, пока они будут исчерпаны. Или придумывать, как их... Тогда вернемся к основам. Тогда вернемся к основам. Значит, это утверждение Смита очень понятно. Ну, например, если у вас есть деревня, в которой 100 дворов, то производить в ней велосипеды невозможно, потому что для велосипедов нужно довольно сложное машинное производство. Цепи делать, рамы делать. Каучук. Кузнец этого делать не может. Каучук. Вот чинить велосипеды в деревне можно.
Брать там старые цепи, сломанных велосипедов, там еще чего-то, а вот делать новые невозможно. Если у вас город, в котором там 3-5 тысяч человек, то уже можно делать велосипедные цепи, потому что у вас там стоит какой-нибудь там легкий пресс, который из каких-то болванок это может делать. Ну, и так далее. Чем дальше мы... Но при этом эти велосипеды будут очень примитивны. Если вы хотите делать современные гоночные велосипеды там, со сложными звездочками, то это надо, соответственно, уже... Модернизированные, я бы сказал. Модернизированные, да. То дальше это надо двигаться. Так вот, отсюда сразу следует вывод, который, кстати, вот экономисты времен Маркса отлично понимали. Поскольку масштабы Земли ограничены, то рано или поздно, но в их представлении еще достаточно далеко, возможности научно-технического прогресса будут остановлены, и значит капитализм закончится. Потому что капитализм — это расширенное производство постоянное. То есть будет проблема перепроизводства, я так понимаю. То есть велосипедов будет гораздо больше, чем их будет проблема неокупаемости. То есть, иными словами, как работает современный капитализм? Деньги вкладываются в некие инновации, и после этого они возвращаются путем продажи этих инноваций. Если у вас рынки не растут, то инновации не окупаются, начинается кризис, падение эффективности капитала. То есть вы деньги вкладываете, а получить обратно их не получаете. Как следствие, как бы, те банки, которые вкладывают, банкротятся, те, которые не вкладывают, не приносят прибыли, владельцы их закрывают. В общем, примерно то же самое. Ну и люди остаются как бы на улице. Ну, да, совершенно верно. Но это ровно то, что происходит сегодня. Вот это... В мире. В мире. Собственно, не обращаю ваше внимание. Сегодня рынки глобальные. Расширение больше невозможно. То, о чем писали Адам Смит и Карл Маркс, вот он. Но дальше Карл Маркс пошел дальше. Он говорит, ага, отлично, значит, капитализм конечен, давайте придумывать, что будет после капитализма. И вот здесь очень интересный момент. Он говорил о коммунизме. В СССР построили социализм. Что такое социализм? Это совершенно другая социальная надстройка над тем же самым механизмом экономического развития. В СССР был тот же самый механизм экономического развития. Это очень хорошо видно, потому как СССР и США ноздря в ноздрю, значит, двигались там. Космос, атомные бомбы и т.д. и т.п. Деньги вкладываются, а потом они окупаются через... При этом, поскольку было плановое хозяйство и значительно меньше разрыв доходов между бедными и богатыми, эффективность была много выше. Именно эффективность вложения денег. Эффективность с точки зрения потребительской эффективности была ниже, потому что в СССР потребитель, собственно, мнение потребителя было важно, но сильно ограничено. Значит, я не буду сейчас вдаваться в детали, почему СССР проиграл, а Запад выиграл, потому что на самом деле в 70-е годы, скорее всего, все было наоборот. СССР вполне целенаправленно отказался форсировать выигрыш. Это вот ощущение победы, оно очень сильно видно и по тем людям, которым тогда было лет 50 у нас, и по вот этому, и по тому ужасу. Именно победы? Именно победы, конечно. Уже все понимали, что СССР выиграл. В 70-е годы? В 73-м, в 75-м. Вот. И, соответственно, того ужаса, который сегодня есть вот у западных политологов, которые застали то время. Вот, если почитать их работы тех лет, то они достаточно мрачные. Была даже знаменитая концепция, что делать с политикой медленного продвижения. То есть соединенные политологи американские говорили, и как бы политики, что да, конечно, если СССР объявит войну, мы начнем бросаться атомной бомбой. А если они будут постепенно, шаг за шагом, маленькими кусочками двигаться, мы же ничего не можем им То есть они нас опасались? Они просто опасались. Они, еще раз говорю, они понимали, что они проиграли системно. Но возвращаясь, еще до того, как они проиграли, но они понимали, что это страшная совершенно угроза для них, они поняли, что надо создавать альтернативную идеологию. Была создана, значит, альтернативная социалистическая идеология. А в чем была прелесть марксистско-ленинской теории? Она описывала весь мир. То есть была марксистско-ленинская история, марксистско-ленинская философия, экономика, все. Мы все из нее вышли. Вот, совершенно верно. А на Западе, соответственно, создали альтернативную, либеральную, значит, концепцию, социологии Вебера, свою концепцию истории, которую мы сегодня наблюдаем, и от которой, соответственно, наши ветераны шалеют совершенно. 9 мая собирались показывать фильм, как советские танкисты собирались
насиловать там каких-то там немецких теток. Раньше говорили, идеологическая провокация. Это не провокация, это нормальная точка зрения человека, воспитанного в западной... Их так воспитали. Да. Вот они знают, что советские танкисты у них вот хлебом не корми, дай кого-нибудь изнасиловать. Вот. Из представителей западного мира. Причем там все вранье, да, начиная от того, что в том месте, где это было, это, как бы эта история, которая легла в основу сценария, она якобы документальная, но потом было довольно быстро выяснено, что это все как бы такая вещь. Но это тема отдельная. Да, очень важная вещь. Да. Поскольку в марксистской концепции политэкономии, и, собственно, вообще в политэкономии капитализм конечен априори, то поэтому в западной концепции он бесконечен. То есть в современном западном языке, которым описывается весь мир, в том числе и экономика, нету понятий, которыми бы можно было описать конечность капитализма. Поскольку мы понимаем, что Адам Смит был прав, и понимаем, что сегодня развитие, вот эта модель развития закончилась, вот он кризис, то в результате западный мир, это вот возвращаясь к самому началу, не может родить концепции кризиса. Зато эта концепция имеется у нас. Это очень смешно, потому что мы как бы описали теорию кризиса более-менее внятно и даже примерными с цифрами, ну, где-то в начале 2000-х. То есть книжка наша, в которой, в общем, все было изложено, уже вышла в 2003 году. Вы говорите о книжке вот вашей компании. «Закат империи доллара». Да. И конец Пакс Американо. Таких книг было много вообще. Нет, о закате. Это верно, но мы описали теорию. Мы как бы описали четко механизм. Механизм очень простой. Значит, начиная с 1981 года, собственно, как Соединенные Штаты Америки и западный мир вышел из кризиса. Но не вышел, так сказать, а отложил его и разрушил СССР. Они с 1981 года начали кредитную накачку спроса. То есть они начали кредитовать не только производителей, но и потребителей. Да, как следствие, потребление выросло. Под это дело запустили новую технологическую волну, которую мы сегодня называем информационными технологиями. У СССР уже на это денег не было. А в результате, кстати, до 70-х годов СССР вполне себе опережал Соединенные Штаты Америки, в том числе по информационным технологиям. Значит, дальше СССР был разрушен. Теоретически можно было пытаться теми как бы, активами, которые были захвачены на территории СССР, закрыть те долги, которые были сделаны, но к власти уже пришел такой клептократический режим Клинтона, у которого который уже как бы основной свой доход черпали из эмиссии. И в результате на сегодня мы имеем картину, при которой уровень потребления домохозяйств, то есть граждан в мире, существенно превышает те доходы, которые они получают. Ну, значит, кредитование в какой-то момент должно прекратиться. Оно уже прекращается. Собственно, если мы видим, да, вот в Европе, в Греции, да, прекратили кредитование, началась экономическая катастрофа. То есть люди не могут покупать. Значит. Люди не могут покупать, значит, производители не могут производить. Товары, да, соответственно, производство останавливается, банки банкротятся. А в Соединенных Штатах Америки аналогично. А продолжать кредитование, не останавливать. В США аналогичный процесс произошел в 2008 году. Осенью, они начали печатать деньги, но в какой-то момент им пришлось остановиться, потому что стало... Весь мир начал печатать просто деньги. Все рухнет, кроме нас. Только мы не печатаем. Это хорошо или плохо? Плохо. Ну, собственно, все защищаются от кризиса, а мы нет. Но это связано с тем, что у нас у власти находятся оголтелые либералы, которые контролируют экономическую политику. Мы можем... Но эти либералы, как бы, может, играют, являются пятой колонной, сейчас принято об этом говорить. Нет, они не пятая колонна, просто нужно как бы понимать историю прихода Путина к власти. Он как бы не мог их откинуть. Это как бы была составная часть того контракта, который у него был. Да. А вот сегодня этого контракта нет. Другой вопрос, как бы, что он будет делать, но давайте мы это наконец отложим. Это наконец, да. Вот. Значит, возвращаясь к экономике. Вся эта картинка по постоянному кредитованию, она как существовала? Она существовала за счет перекредитования. Да. То есть, иными словами, ты сегодня должен $100, у тебя нет $100, по этой причине ты берешь 200, 100 ты возвращаешь, 100 даешь, а еще 100, да. И так до бесконечности. Нет, потому что у вас есть экономическая система, которая требует хотя бы минимальной устойчивости финансовой системы. Это очень страшно так делать. Да. По этой причине что делали? Пытались сохранить устойчивость системы путем снижения стоимости кредита.
То есть, чтобы люди платили каждый год одну более-менее фиксированную сумму. Да. А долг рос, а платежи ежегодные оставались. И так, значит, в 1981 году стоимость кредита, учетная ставка Федеральной резервной системы США была 19%, а в конце 2008 года, в декабре, она стала равной нулю. То есть Федеральная резервная система США, Центробанк американский, финансирует американские банки под 0%. Обращаю внимание, российский Центральный банк вообще не рефинансирует российскую банковскую систему, в принципе. Это хорошо или плохо? Это плохо. В результате эта система рухнула. Все. Значит, теперь единственная возможность сохранить спрос, то есть сохранить, значит, сырье, товар, потребитель, и, соответственно, если нет потребителя, то цикл не завершается. Потребитель получает зарплату на всех, соответственно, этажах производства. Если потребитель не покупает, все, система останавливается. Все останавливается, да. Если остановить потребление, то равновесная точка, сегодняшние доходы соответствуют расходам, примерно, не сегодняшние доходы, значит, по мере спада будет спад. Вот равновесная точка – это спад в нашей стране и по миру 30-35%. То есть это гигантский спад. В Европе 50%, это будет. в США 55-60%. Да, он будет, да, остановить это практически невозможно. То есть, но при этом нужно понимать... Но вы сейчас называете цифры, которые галактические цифры. Нет. 50%? Нет. Объясню, в чем дело. Дело в том, что если мы возьмем, скажем, те же Соединенные Штаты Америки, у них был аналогичный кризис, и у нас он был, кстати, в 90-е годы. У нас как раз было падение около 40%. Теоретически мы его почти восстановили. Официальные власти говорят, что ведь 98-й год, да. Я имею в виду 90-й год. Вот мы упали с 90-го года, мы упали там на 40-45%, но при этом официально по ВВП мы практически восстановились. В реальности нет, конечно, потому что власти, как всегда, это, собственно, общее свойство всех властей, они улучшают немножко результаты. Подправляют, скажем так. Подправляют, да. Вот. Но очень сильно изменилась структура экономики. Условно говоря, финансовый сектор в 80-е годы был у нас там 5% экономики, а сегодня 30%. В Соединенных Штатах Америки ситуация еще хуже. Там в конце 20-х годов реальный сектор был около 80%, а промышленность 70%. Сегодня реальный сектор чуть больше 20%, а промышленность меньше 20%. А большая часть экономики – это финансовый сектор, 50%. Вот он сократится очень сильно. А промышленность сократится на те же самые 30-35%. То есть на самом деле фактически за счет вот этого постоянного кредитования на нормальной структуре экономики выросла колоссальная раковая опухоль. И ее считают за нормальную экономику. А если брать нормальную экономику, то, соответственно, эту раковую опухоль нужно отрезать. Тогда нормальная экономика – это плановая экономика социалистической системы? Нет, нормальная экономика – это экономика, в которой сбалансированы спрос и доходы. А в социалистической системе экономика, кстати, была тоже не сбалансирована. Он даже был в конце 80-х кризис очень похожий на нынешний, только у нас был нарост в виде непроизводительных, даже не конкурентных, непродавательных отраслей промышленности. Неликвидных, наверное. Неликвидных. Значит, дело в том, что, вообще говоря, конечный спрос бывает двух видов. Это спрос домохозяйств человека и спрос государства. Вот в нашей стране был перекос в спросе государства. Вот. И он упал очень сильно, и, соответственно, упали доходы, потому что государство это все производило, все это производство, а люди же зарплату получали. То есть механизм кризиса, в общем, более-менее понятен. А, еще раз говорю, его нельзя писать в экономикс, потому что нужно объяснять ключевую роль спроса. Как только вы объясняете ключевую роль спроса и его потенциальную ограниченность, все, это конец капитализма, это идеологическое табу. Вот в этом смысле очень интересно. Экономика, как описание реальных экономических процессов. Может быть, даже культурологическое табу, если идти глубже еще. Не просто идеологическое, потому что я не философ, весь западный мир, он жиждется. На самом деле, мы придумали где-то в конце 90-х такую концепцию глобальных проектов. И, соответственно, 20 век это была борьба красного глобального проекта и западного глобального проекта. И сейчас можно сказать белого. Проектная идеология
она как бы очень жесткая и не допускает существования теорий, противоречащих проектной идеологии. Вот как бы в рамках проектной идеологии западного проекта не может быть конца капитализма, и поэтому эта тема табуирована. Кстати, концепция конечности развития в рамках научно-технического прогресса была в марксизме в начале 20 века открыта, и сделала это Роза Люксембург. Но произошла смешная история. Она полаялась с Лениным, из-за чего-то Ленин вообще был человек такой конфликтный. И в результате, причем Ленин, мягко говоря, именно по этой теме ее там обозвал желтым земляным червяком. При этом тема ругани не имела отношения к экономике, просто они полаялись. И в результате вот эта вот тема, она была и в марксистской политэкономии закрыта. Если бы она была открыта, то я думаю, что уже к 30-м годам в СССР была бы разработана соответствующая экономическая теория, и, скорее всего, бы 70-х годов бы не было. СССР бы выиграл. Но, вот, значит, не получилось. Видите, как личностный фактор. Личностный фактор. Ну, так всегда бывает. На самом деле, с точки зрения цивилизационной, может быть, это и хорошо, и вот почему. Потому что если бы СССР все-таки выиграл, то Соединенные Штаты Америки почти наверняка развязали бы атомную войну. У них нет никаких как бы гуманистических принципов. У западного проекта принципиальное отличие. Красный проект построен на библейских принципах, там, моральный кодекс строителя коммунизма. Но об этом говорит Зюганов все время. Это не важно, что говорит Зюганов, это как бы вот это объективная вещь. Вот, об этом говорил даже тогда еще митрополит Кирилл, я помню. Он объяснял, что только в России могут как бы коммунистические идеи переложить на Нагорную проповедь и на 10 заповедей. На самом деле это не так, потому что, повторяю, красный проект базово построен на библейских принципах. Его история. А западный проект, он на основе там, свобода — это отрицание всех заповедей, и там как бы главный принцип свободы. То есть свобода — неосознанная необходимость, как говорил Маркс. В западном понимании свобода — это право любого человека самому себе выбирать ценностную базу. Да, и более того, и менять. Вот. Но это уже такая, уже более как бы, не экономическая часть нашей Хотя теории. Это играет колоссальную роль в объяснении вот как раз тех факторов, это объясняет разногласия. На самом деле, если мы посмотрим историю человечества, то мы увидим, что в Европе, скажем, смена модели экономического развития за последние 2000 лет происходила 2 раза. Первый раз это переход от позднеантичной модели к феодальной. И там очень интересная картина была. Кстати, Маркс плохо знал историю. Дело в том, что уровень производительности труда на позднеримских мануфактурах в Европе был достигнут только в XVIII веке. А уровень жизни в городах имперских был достигнут в Европе только в XIX веке. Я вот когда школьников там учил, я им все время задавал вопрос, еще в 80-е годы, когда в Париже сделали канализацию. В Париже сделали канализацию в 60-е годы XIX века. Барон Осман при Наполеоне III. А в Санкт-Петербурге канализацию доделывали уже при советской власти. Так вот, почему тогда Римская империя рухнула? Водопровод был в Римской империи. Конечно, был. И канализация была, естественно. Да. Об этом Маяковский писал. Да. Так вот, почему? Ответ очень простой. Потому что Римская империя очень была похожа на современные Соединенные Штаты Америки и современный западный мир. Там было постоянное стимулирование спроса. Называлась эта концепция хлеба и зрелищ. Не хлеб им давали и не билеты, им давали деньги. А дальше каждый мог себе там, кто купить тапочки, кто пойти там на гладиаторские бои, кто себе хлеба купить. А деньги откуда? А деньги были из-за того, что отец и сын Сципионы, которые победили Ганнибала, вместо того, чтобы воевать с Ганнибалом на территории Италии, где Ганнибал, как великий полководец, их бы победил, они вместо этого в Испании у брата Ганнибала Газдрубала отобрали самые крупные в Европе серебряные рудники. И Ганнибал проиграл, поскольку ему не посылали подкрепление, потому что не было денег. Собственно, жалко было денег. У Карфагена были деньги, но он жалел. И в результате, значит, пунические войны Рим выиграл, у них был постоянный источник денег, и, собственно говоря, Римская империя рухнула в тот момент, когда эти рудники закончились. Кстати, до последних крупных месторождений серебра
римские легионы не дошли нескольких десятков километров. Это были месторождения в Рудных горах, на которых потом взошла империя Габсбургов. Вопрос, а почему в Римской империи не было инфляции, если они все время печатали деньги? А Римская империя была дефицитной страной, у них был торговый дефицит. Они из Китая получали шелк и пряности по великому шелковому пути. Торговый дефицит в каком смысле? То есть, отток денег был постоянный. Ага, понятно, да. Серебро везли на восток. В результате это была стабильная финансово-экономическая система, но ограниченная во времени. Как только кончилось серебро, все закончилось. Значит, но сейчас-то серебро не может кончиться, как бы станки печатают деньги. Пришел феодализм, правильно, но поэтому, соответственно, и рушится вся система. Значит, пришел феодализм, который, вот опять-таки, как понимать, да, варвары взяли Рим. С точки зрения нашей, нужно говорить так, что христолюбивое воинство гутов, которые, как известно, были христиане, взяло, значит, притон, вертеп разврата, язычества, рабовладения, а установился феодальный режим, который был построен на библейских принципах. И цель этих принципов, она же очень интересная, это стабильность социальной системы. Эта система существовала 1000 лет, она развивалась очень медленно, производство было цеховым, то есть были ограничено количество работников, номенклатура производства, технология производства, и все это для сохранения стабильности общества. Чтобы, не дай бог, не было такого, чтобы не было перепроизводства. Конечно, вы вспомните, как бы... То есть, по сути, такой прообраз плановой экономики, в Индии, да? Да, совершенно верно. В Индии за 150 лет владычества англичан было несколько очень крупных голодоморов, которые унесли десятки миллионов человек, значит, умерли в конце 18-го, начала 19 века ткачи, все индийские, потому что англичане стали завозить машинные ткани. Был еще голод в 19 веке, был голод в начале 20 века. Все из-за того, что завоз более технологической продукции, дешевой, разрушает традиционный уклад. Против этого было, как бы, вот откуда взялись 10 заповедей. А вот дальше началась очень интересная картина. Где-то в 16-17 веках в Европе произошел слом феодального общества. Связано это было, скорее всего, с объективными процессами, природными катаклизмами, связанными с похолоданием. В результате на севере Европы выжить стало невозможно в рамках старой модели, и тогда они разрешили судный процент как ускоритель производства для того, чтобы можно было избыток продукции обменивать на юге на еду. Это еще Но судо получало производство. Судо получало производство, совершенно верно. К XVIII веку стало понятно, что эта система неустойчива. И тогда появилась альтернативная. Два разветвления произошло. Возникли красный и западный глобальные проекты. Западный проект отменил все остальные запреты свободы, а красный проект вернул обратно запрет на судный процент в очень интересной ситуации. Поскольку отменить его как ускорителя движения было нельзя, поэтому появилась идея такая: а давайте мы запретим частное присвоение доходов от судного процента. Сделаем его общественным. Сделаем его общественным. Вот суть красного проекта. Ну теперь возвращаясь... Но красный проект развалился, собственно, да? А он развалился, еще раз говорю, он не мог, потому что, поскольку нужно все время расширять проектную территорию, то в какой-то момент стало понятно, что два проекта существовать не могут. Значит, разрушился красный, сейчас разрушается западный. И появляется вакуум идеологии. Вот ключевой момент сегодняшней жизни – это появление вакуума идеологии. Вот смотрите, была коммунистическая идеология, она кому-то нравилась, кому-то не нравилась, но она обеспечивала некий уровень жизни. В 90-е годы, скажем, в Восточной Европе произошло резкое падение уровня жизни населения. Но те, кто потерял этого, это, конечно, поняли, но идеологически им сказали: не, ребят, всем стало лучше, только вот вам хуже, потому что вы лузеры. И народ, хорошо, лузеры, значит, народ переживает, а то, что в целом произошло ухудшение, под идеологическим гнетом практически незаметно. Под информационной идеологией. Да, а потом Евросоюз стал давать деньги, там стали давать кредиты, стало чуть-чуть лучше туда-сюда, и вдруг неожиданно сегодня происходит резкое ухудшение. На фоне массированной западной пропаганды. А еще живы люди, которые помнят, что было раньше. И в результате появляется, что нас кинули. Нам в школе объясняли, что нет ничего лучше Запада.
А мы теперь тут помираем с голоду, у нас нет работы, у нас нет перспектив. В Испании среди молодежи 50% безработицы. Такая же ситуация будет в Европе через 2-3-4 года. Всюду. Ну это коллапс. А этим людям, особенно в Восточной Европе, родители объясняют, а вот я вот помню, я ходил еще помню, в школу да, бесплатно, и в кружки ходил учился бесплатно. Да, ну и дальше там все остальное. И медицинская помощь была бесплатна. Да, и вот в этой ситуации начинается очень острый конфликт. Да. И он неминуемо возникнет. И в этот вакуум идеологии начинают влезать 3 альтернативных, очень крупных, даже не идеологии, а такие комплексы идеологии. Но это даже больше. Больше проекты, комплексы. Да. Значит, это националистический комплекс, это фашисты в самых разных вариантах, это религиозный комплекс, это вот прежде всего ислам, потому что христиане слабоваты сегодня. И, наконец, это социализм. Вот как бы они сейчас этот вакуум власти будут заполнять. Такая троица. Да, славная, да. Кто выиграет, я не знаю. Я склонен считать, что будет очень интересная картина. Дело в том, что формально социализм — это еще, ее можно рассматривать как чисто экономическую модель. И поскольку и ислам, и христианство, что католицизм, что православие построены на одной и той же библейской системе ценностей, ничего не мешает построить общество, в котором идеологическая модель будет, соответственно, исламская или, скажем, православная, а хозяйственная будет социалистическая. Мы сегодня стоим, как вы сказали, на пороге каких-то изменений, достаточно серьезных. Остановить кризис невозможно. Да, а вот эти изменения, о которых вы говорите, то есть вы говорите о конце капитализма, по сути дела. Вот я простой вопрос хочу задать. Когда же он будет, конец капитализма, и что будет после него? Как будет происходить, на ваш взгляд, этот переход? И насколько Россия готова встроиться вот в это, скажем, глобальное экономическое мировое изменение? Что будет после, мы пока не знаем. Мы должны знать и стараться все. Значит, мы должны стараться. Я пытаюсь это сделать. Это очень трудно, потому что это требует высокоинтеллектуальной работы, а людей, которые это могут делать в свободное от работы время, очень мало. А сделать это основным видом деятельности, это как бы требует, как понятно, бюджетов, но которые, естественно, не выделяются сегодня. Значит, если говорить о вариантах, то есть 2 варианта. Значит, вариант первый. Современный экономический кризис приведет к распаду единых рынков. Мир распадется на валютные зоны. Произойдет уменьшение уровня разделения труда. То есть мы технологически откатимся там 70-е, 50-е, уже даже 30-е каждый годы. регион будет иметь своего кузнеца, своего мастера. Я образно говоря фантазирую, но как бы, то есть мы возвращаемся к такой некой закрытой экономике. В 30-е годы, я напоминаю, что «Титаник» был построен все-таки в начале века, то есть «Титаники» мы строить не разучимся. Но что-то другое мы потеряем. Скорее всего, мы потеряем реактивную авиацию, там еще что-то, просто она станет нерентабельной. То есть теоретически можно построить реактивный самолет, но нет денег на то, чтобы его строить. Ведь все думают, что реактивный самолет стоит там столько-то, на самом деле есть инфраструктура, которая их создает. Вот, собственно, мы сегодня уже практически, еще чуть-чуть, и мы перестанем иметь возможность строить реактивные самолеты. Мы, в смысле, Россия. Значит, что, это откат человечества назад? Или все же это какая-то подготовка к новому прыжку? Это откат. Ну, если угодно, то вот отказ от библейской системы ценностей можно рассматривать как отход в сторону от некоторого магистрального пути. Дальше есть 2 варианта. Вариант первый, вот мы ушли, либо мы должны сначала вернуться назад, а потом пройти путь, или мы все-таки можем вот так вот. Вот так вот это нужно придумать новую модель экономического развития. Но для этого нужно как минимум понимать, что происходит, и это как бы описывать. Вы вот как бы объясняете. Вот лично мне понятно, что происходит, исходя из ваших слов. То есть я понимаю, что... Уже 10 лет, как эта теория существует. Что процессы идут, они развиваются достаточно динамично, мы наблюдаем их, и мы подошли к некому порогу. Хотя сейчас Соединенные Штаты заявляют, что они как бы приостановили кризис. Мне кажется, это временное явление. Врут они все. Вот. В Европе кризис в самом разгаре сейчас, он именно в разгаре. Это только начало. Ну вот видите, это только начало, тогда что будет дальше?
Россия как бы находится в состоянии, говорит, мы в стороне, мы постараемся как бы демпфировать ситуацию и не попасть вот под этот молох, под этот каток, который всех закатает. Китай, значит, в стороне тоже защищается или не защищается. Во всяком случае, все сейчас мы находимся в таком напряженном состоянии и чего-то ждем. Китай уже не в стороне. Китай уже начал выходить в активную позицию. Начал критиковать нас, как ни странно. Это не странно. Просто Китай начинает демонстрировать, кто в мире хозяин. Мир меняется в связке трех сил. Значит, из этих трех сил две могут быть, это как бы две пассивные, одна активная, или наоборот, две активные, одна пассивная. Если две активные, то выигрывает пассивная. СССР и США были активные, а выиграл Китай. Да. А сегодня США становятся пассивными, как и Европа, активным становится Китай и выигрывает он. Но на самом деле от этого, собственно, общеэкономические процессы распада мира все равно не меняются. То есть, да, у Китая будет зона своя валютная, может быть, самая крупная в мире, может быть, самая развитая. То есть они закрываются, у них появляется своя валютная зона. Да, да. А что Россия, собственно? Вот как нам сейчас быть в этом мире, в этом неспокойном мире? Вы вот сейчас прекрасно объясняете ситуацию. Вот я все понимаю. А я думаю, телезрители нас смотрят и прекрасно понимают, но будут вопросы на сайтах, мы постараемся ответить на эти вопросы. И раз вы об этом говорите, значит, есть умы в нашей стране, которые это понимают. Это очень интересная вещь. И, значит, нам необходимо концентрироваться над выработкой своей внутренней национальной стратегии, если мы хотим устоять как суверен, как государство. Да. Вот это очень интересная тема. Вот в этом контексте. Это очень интересная тема. Мы проиграли с точки зрения производства, с точки зрения экономической полностью. Мы уже не можем восстановить тот уровень производства, который у нас был. Мы потеряли очень много базовых технологий. Да, восстановить точно не можем, потому что нет и человеческих ресурсов, и технологических. Да. Но мы, в отличие от Запада, не табуированы западными принципами. Еще. Пока не табуированы. Хотя процесс идет достаточно динамично. Нет, это будет очень трудно, потому что у нас просто свободы с точки зрения такой общечеловеческой сильно больше, чем на западном. Это должно пройти несколько поколений, чтобы это затабуировать всерьез. И мы уже потеряли табуированность советскую. То есть, иными словами, у нас есть люди, их десятки, которые могут сегодня родить ту самую теорию, как бы, и придумать вот тот самый новый мир, без которого человечество будет как бы для всего человечества. Для всего человечества. У России есть шанс стать, скажем, основоположником новой экономической теории или новой экономической мировой стратегии. Даже, я бы сказал, концепции экономического развития. Концепция экономического развития. Ну вот давайте мы как бы помоделируем, пофантазируем. Вот у нас появилась эта теория, вот она написана на бумаге. Я уверен, что мы готовы провести несколько международных конференций, собрать, опубликовать, выпустить книги, транслировать по всем каналам центрального телевидения. Не готовы. Ну, представьте, что мы это делаем. Да. Ну, предположим, мы готовы. Мы убедили наши, так сказать, власти, что это нужно для России и так далее. И что вы думаете, что вот этот Запад такой прагматичный, уже, скажем, распадающийся, с ваших слов, он готов подхватить вот эту теорию и сказать: да, спасибо, это для нас спасательный круг, мы готовы... Он не может этого сделать в своем нынешнем варианте, ровно потому что табуировано. Но те люди, которые, условно говоря, то, что называется ученым словом «мировая закулиса», а фактически как бы та самая мировая элита, которая пишет правила игры. Вот, понимаете, у нас все привыкли под начальниками иметь в виду там президентов, государств, парламентариев, председателей банков, а в реальности же рулят те, кто пишут правила игры. Вот те, кто пишут правила игры, они уже знают, что ситуация зашла в тупик. Это факт. Я сейчас не буду объяснять. Почему? Там вплоть до фраз, сказанных там в кулуарах, которые звучат примерно так. Мы понимаем, что всю современную политическую элиту нужно сносить.
И это не проблема, горничных хватит на всех. Проблема в другом, кого ставить на их место. Вот это ключевая вещь. Наша задача не просто придумать новые концепции, наша задача создать учебные центры, в которых и будет готовиться новая мировая элита. И тогда наши позиции через поколение будут не просто крепкими, они будут именно России. Незыблемыми, да, совершенно верно. Потому что здесь будут эти центры. Сегодня на Западе их сделать в принципе невозможно. Еще раз повторяю, там эта тема табуирована. Поколение должно пройти как минимум. То есть это не просто центр экономического какого-то образования, это центр, очевидно, ментально-философского плюс экономического. Да. То есть мы должны поменять ментальность людей. Да, совершенно верно. А невозможно... Чтобы научить их мыслить планетарными масштабами. Скажем, так сказать, что первичная экология, например, а не твоя прибыль. Да? Ну, там... То есть заставить директора предприятия думать об экологии своей местности. Много еще чего. Вообще невозможно описать новую модель экономического развития, не изменив философского подхода. Мы должны мир описывать, понимаете, не конкретную экономику. То есть это мировоззренческое, да? Совершенно верно, да. А дальше все понятно. Если здесь эти учебные центры, ну, смотрите, вот как, что такое Ватикан? Ну, это же... Ну, скажем, учебный центр. Мировоззренческий. Это мировоззренческий центр, совершенно верно. Вот. Аналогично, что такое русская православная церковь. Ну, как там есть так, с точки зрения 20 человек. Вот вы сказали тогда, что на смену сегодняшней, скажем, на смену экономическому концепту идут три силы. Это религиозная, так сказать, национальная и социалистическая экономика. Да. А вот способна ли Россия, так сказать, вобрать в себе ментальность православной церкви и сделать ее некой доминирующей? Хотя там действительно принципы, которые православная церковь, вот она в этом смысле совершает ошибку большую, как мне кажется, патриархия. Она отказалась от выхода как бы вот на это вот идеологическое поле. Она занимается хозяйственными делами. И конкретной политикой. И конкретной политикой, да, а на идеологическое поле она не выходит. Вот это, мне кажется, ошибка. Я пытался это объяснить там, несколько лет тому назад тем людям, которых я знал, патриархии, что... Ну, видимо, не хватает вот этого понимания интеллектуального, что это... Я думаю, что они хотят это сделать, но людей нет, которые это могли бы делать. Туда. У меня были надежда на то, что как бы личная человеческая мощь нынешнего патриарха сможет эти проблемы преодолеть, но пока это не получается. Посмотрим, потому что, конечно, РПЦ могла бы эту линию двигать. Михаил Леонидович, вот все же хочу вернуть к России и как бы задать вопрос в рамках конкретной экономики, именно конкретной экономики. Конкретная экономика – это заработная плата людей, это тарифы ЖКХ, цена бензина, инфляция. Вот что нас ждет в рамках уже идущего, как вы сказали, ну не только вы сказали, мирового кризиса, который находится в начальной стадии. Ждет ли нас ухудшение экономической ситуации? Будет ли расти цена на нефть? Потому что вы понимаете, что наш бюджет наполняется от этих источников. Вот я бы хотел вас перевести вот к прогнозированию нашей реальной ситуации сейчас. Если угодно, в 90-е годы. Каждый следующий год на протяжении многих лет будет хуже предыдущего. Будет ли он, как бы, насколько хуже, это зависит в том числе от каких-то внешних факторов, цены на нефть, например. То есть будут американцы сейчас печатать деньги или не будут. Если будут, то цена на нефть подскочит. Если не будут, то она начнет падать. Ну и так далее и тому подобное. То есть тут есть некоторые внешние ориентиры. Я про них не буду рассказывать, потому что это потребует достаточно глубокого экскурса в такие чисто утилитарные экономические проблемы. Это как бы не для этой передачи тема. Но нужно понимать, что ситуация будет ухудшаться. А это не смертельно. Более того, кто-то как бы сможет этим воспользоваться, потому что теоретически можно этим воспользоваться не для всех, но для некоторых. Новый передел в экономике. Ну, собственно, это видно. Вот я все время отвечаю на вопрос, уже за последние месяц, раз, наверное, 20 на него ответил. Почему вернулся Путин? Ну, с точки зрения здравого смысла. Ну, он не фанат власти. Почему он вернулся? Если экономика падает, то сокращается элита. С точки зрения экономики в этом ничего такого нет. Ну, было 4 крупных банка, остался один. Ну и что?
А с точки зрения конкретных лиц это очень даже важно, чтобы именно твой банк остался. И вот здесь выясняется, что решение о том, кто остается, а кто нет, может принять только первое лицо. Вот сколько там можно говорить о великом могуществе главы ФРС, но могу вас уверить, когда вопрос станет, кто из 4 банков останется, то он возьмет листочек бумажки, где написано 4 названия, поедет в Белый дом, зайдет в овальный конец и скажет: «Мистер Президент, ПСИСу поставьте, пожалуйста». И будь там хоть дрессированное шимпанзе. То есть сегодня нужен лидер, который бы вот выработал вот неважно, эти любой параметры. лидер будет ставить ПСИСы. Да. И дальше, соответственно, либо, ну, для нормального человека он не может никак влиять на то, кто ему поставит эту ПСИСу. А Путин в этом смысле человек, который может решать. И для него таким образом вопрос: либо кто-то будет ставить ПСИСу напротив его фамилии, или не будет. Или он сам будет ставить ПСИСы. Все. Как бы ответ очевиден. Но дальше возникает вот какая штука. Дело в том, что первый раз, когда он пришел на президентский пост, он представлял интересы элиты. У него перед ним были поставлены конкретные задачи: разработать правила игры для этой самой элиты, чтобы не было внутриэлитных разборок, предотвратить выход внутриэлитных споров на общество в целом и закрыть элиту от общества. И, наконец, последнее – это обеспечить, ну, как бы в случае поражения отдельных элитных группировок, обеспечить бескровный их выход. Да, да. Значит, ресурс под это был, эта задача была решена. Те, кто не хотел слушаться, были выкинуты. Наиболее известные — это Березовский, Гусинский и Ходорковский, но были и другие, более мелкие. Да. Но их немного, там 2-3% от общего объема элиты. Все остальные приняли правила. Все. И обратите внимание, сразу же уменьшились разного рода выходы, перекрытие Транссиба, еще чего-то, чего-то. А сегодня стало понятно, что пирог резко сокращается. Значит, элита будет сокращаться. Как Путин может вернуться? Он не может вернуться во власть с мандатом от элиты, как это было там, 12 лет назад. Потому что не может человек резать своего работодателя. Но, грубо говоря, гендиректор может быть сколь угодно силен, но он своим решением не может увольнять акционеров и членов совета директоров. Он может быть рядовым членом совета директоров, не больше. И по этой причине Путин пошел на выборы с целью получить мандат от народа, от общества. И тогда он говорит, вот, членам элиты: ребята, вот у меня мандат от общества, вот, и поэтому я решаю, и я буду решать от имени общества. Да. И по этой причине он очень сильно изменил свою риторику. Он ее менял в процессе вот написания своих текстов знаменитых, потому что первоначально они были достаточно либеральны, а потом становились все более и более национально-патриотически ориентированные. Либеральные нотки там практически исчезли, потому что ему была нужна поддержка общества, и он за эту поддержку будет бороться, потому что если ее не будет, он станет жертвой элитных разборок. Да. Вот. И, соответственно, по этой причине ему все равно понадобятся не либеральные центры интеллектуальные. Почему? Потому что российское общество и российская элита к сегодняшнему дню понимает либерализм абсолютно однозначно. Либерализм – это концепция, которая позволяет представителям элиты игнорировать общество. Ну, значит, вы говорите... Еще повторяю, это не общефилософская концепция либерализма, это даже не западная концепция либерализма. Это вот современная российская, современная российская интерпретация либерализма, но она уже принята. У нас вот вырисовывается определенный путь, да, вот сейчас, в данный момент, вот после выборов, именно путь экономический, и мы где-то так вот нащупываем свое место в мире. Я вот, во всяком случае... Пока нет. Но попытка делается, очевидно. У нас нет центров, которые это могут сделать. У нас есть либеральные центры, еще раз повторяю, у которых мысль такая: в Вашингтоне скажут. Да. Вот позвонят из Вашингтона и скажут: вот ваше место. И вы наш институт экономики РАН не берете? Как... Это не интеллектуальный центр, еще раз повторяю. Значит, Путину нужны интеллектуальные центры, которые как раз и вот решат вот эту задачу. Наше место, наши возможности, наш потенциал и так далее. Вот, кстати,
описание образа будущего – это наш потрясающий сильный козырь. Имеются и другие потенциальные козыри. Мы о них сегодня не говорили, но они есть. Но их надо разрабатывать, и их надо реализовывать. И вот я думаю, что именно этим он будет заниматься, если, конечно, он хочет не просто войти в историю, но хотя бы досидеть до конца своего президентского срока. Вот на этом позитивной ноте я бы хотел завершить нашу встречу, беседу. Она была интересной, насыщенной. Поблагодарить вас за то, что вы пришли в нашу студию. У нас в гостях был Михаил Хазин, экономист, президент консалтинговой компании «Неокон». И говорили мы сегодня о мировом экономическом кризисе. До свидания, до новых встреч.